Приветик, дорогие! Все вы знаете, что я советую вам правильно питаться. То есть питаться маленькими порциями, часто и исключительно правильной едой. Но не у всех есть такая возможность, потому что многие из вас работают, учатся, ходят в университет или что-нибудь другое. Так что сегодня я вам дам несколько советов, как можно поддержать наше правильное питание, если вы питаетесь вне дома. Начну я с самого главного. Вы не должны приходить на работу или в универ голодными. Многие из нас имеют привычку попить кофе с утра и потом ничего не есть, а потом вдруг возникает какой-то зверский аппетит, и мы съедаем какую-то гадость на работе. Так что сделайте ваш завтрак самым сытным, полезным, и пусть он войдет у вас в привычку. Также не забывайте, что у нас должно быть 5-6 приемов пищи за сутки. То есть, допустим, если вы учитесь в школе и у вас короткие занятия с утра до 2 часов дня, то вам вполне хватит 1-2 перекусов. Это может быть любой фрукт с вашего дома взятый или любой йогурт, кефирчик, молочка какая-нибудь. Я, конечно, понимаю, что в школе столовые не очень хорошие и правильным питанием там совсем не пахнет, но есть такие варианты, как супчики, гарниры. Если вы уверены, что там готовят хорошо и довольно-таки вкусная там еда, то вполне возможно взять, но опять же следите со своими порциями и слишком не переедайте. То же самое касается столовых в университетах. Но, конечно же, если вы не уверены в своей кухне в университете, то всегда есть вариант взять еду с собой. И вариант посложнее, когда вы работаете. А работы могут быть разными, как сидячие в офисе, когда вы просто пьете чаек и закусываете печенькой, или просто очень активные работы, когда просто некогда сесть, даже отдохнуть, или в каком-то кафе, ресторане, где очень много соблазнов. Мне девчонки очень часто пишут и спрашивают: Таня, как же быть, если у меня работа такая, когда я даже не могу сесть и съесть то, что я приготовила, пусть это даже правильная еда, но у меня нет времени, я прихожу потом домой и потом съедаю все, что попало, все, что есть в холодильнике, и вот такой вот получается прием пищи у меня. Я очень понимаю таких девчонок, потому что я раньше работала сама в кафе с 9 до 12 ночи, и я знаю, что это такое. Во-первых, у меня была совсем немножко другая проблема, потому что у меня было кафе банкетного типа. И потом, после того, как банкет заканчивался, оставалось очень много еды, вообще нетронутой, и мы потом по новой накрывали себе новый банкет, и так, может быть, было пару раз в неделю, чуть ли не каждый день, можно даже сказать. И вот с таким вот питанием я поправилась где-то на килограмма 6 за полгода. Но посмотрев на девчонок, которые там работают уже лет по 8, я поняла, что нет, Тань, к хорошему этому ничего не приведет. У всех лишнего веса очень много было, и я не хотела просто себе так портить свой организм. И я сделала выбор в пользу правильного питания и здорового образа жизни и ушла с работы. Поэтому я хочу вам сказать, не ставьте работу превыше всего. Если вы видите, что она вас просто губит, убивает ваш организм, а я еще могу сказать, что в ресторанах, кафе там очень любители подвыпить, это как бы просто в норму кажется. После хорошего рабочего дня выпить стаканчик пива или чего-нибудь подобного, это тоже отдельная тема. Так что вот еще один главный момент: не ставьте работу превыше всего. Все-таки наше здоровье важнее. Ну а если вы трудоголик и привыкли к такому ритму, то я вам дам несколько советов, чтобы сохранить наше правильное питание вне дома. Организуйте себе небольшие перекусы до и после вашего обеденного перерыва. Это могут быть фрукты с вашего дома, разные орешки, сухофрукты, кисломолочные продукты. Выбор очень большой, главное проявить фантазию. Что касается обеда, то здесь вы должны придерживаться тоже некоторых правил. Если вы обедаете в столовой или в соседнем кафе, выбирайте простые и легкие блюда и не накладывайте себе слишком много. Первое, второе, третье, десятое. Сделайте порции небольшими, но сытными. Если же у вас нет возможности обедать в кафе или в столовой, вы опять же сможете приготовить еду дома и взять ее с собой на работу. Вот несколько простых рецептов, которые вам могут пригодиться.
Что касается ограничений, то старайтесь исключить жирную и острую пищу. Просто исключите фастфуд, печенье, булочки сдобные, разные пирожные и так далее. Всегда напоминайте, что эта еда откладывается у нас в жиры, а этого нам не нужно. Если коллеги привыкли угощать вас разными вкусностями, то научитесь вежливо отказываться. Но если соглашаетесь, то знайте меру. Чтобы вам не пришлось думать, что же завтра приготовить на работу покушать, то старайтесь думать об этом заранее и готовить легкую, легко транспортируемую пищу, которая долго хранится. Например, это могут быть какие-то печенья собственного приготовления, допустим, овсяное печенье, которое есть уже на моем канале, или те же протеиновые батончики, можно легко взять их с собой на работу, и они довольно-таки сытные, так что как вариант может даже подойти. Ну и конечно же не забываем про воду. Давно всем известно, что человек в течение суток должен выпивать не менее 1,5 литра воды. Так что всегда имейте рядом с собой маленькую бутылочку с водичкой. Насчет соков я вам скажу, что они повышают сахар в нашем организме, и лучше их избегать, потому что потом после них разжигается аппетит, а нам этого все-таки не нужно. Ну что ж, я надеюсь, мои советики вам помогут. Также было бы интересно услышать, какое питание у вас вне дома, на работе, в универе, в школе и так далее. Кстати, напишите свои рецептики, какое у вас меню может быть вне дома. Всем спасибо за просмотр. Пока!